Друзья, всем большой привет! Вы на канале Frenetic Martian, и сегодня у меня для вас есть кое-что очень и очень интересное, а именно светодиодный светильник от Viltrox V-Light RB9 RGB. Заказала я его себе на сайте AliExpress. Если что, ссылочка внизу в описании, переходите и тоже заказывайте себе этот светильник. Но мы переходим к обзору. Итак, вот таким вот образом выглядит у нас сама коробочка. Сделана она очень качественно из очень и очень плотного картона, что гарантирует нам целостность самого светильника. Большинство слов здесь написано на китайском языке, потому что сам светильник сделан в Китае, но в качественном Китае. А вот так вот выглядит и сам светильник. Просто посмотрите на его качество, он сделан очень и очень круто. Он имеет металлический корпус, сделанный из алюминия, но не просто из алюминия, а из авиационного алюминия, что гарантирует нам, что он прочный, но в то же время и очень-очень легкий. Ну а на передней панели, соответственно, расположены и сами светодиоды, которых аж 138 штук, из которых 78 это обычные светодиоды и 60 это RGB светодиоды, то есть которые светятся разными цветами. Сверху на корпусе имеется кнопка включения и выключения, она красного цвета. Далее, справа от нее сбоку располагается 4 кнопки. Первая это кнопка переключения режимов, вторая это настройки, и остальные две это регулировка яркости и мощности свечения. Ну а теперь давайте перейдем к аксессуарам, которые шли в комплекте с этим светильником. Они очень и очень классные. Поехали! В комплекте со светильником шли горячий башмак, сделанный полностью из металла, Type-C кабель, держатель для телефона, тренога, вот такой вот чехольчик и рассеиватель. Давайте рассмотрим их поближе. Начнем мы с горячего башмака. Но здесь особо показывать нечего. Он сделан полностью из металла. Представляет он собой вот такой вот винт, на котором две шайбы. Type-C кабель тоже можно не рассматривать. Думаю, вы все знаете, как он выглядит. Ну а теперь самое интересное. Это держатель для телефона. Он меня очень и очень порадовал. Он сделан просто на высшем уровне. Вот таким вот образом он выглядит в сложном состоянии. Вот так вот мы его раскладываем и можем закрепить здесь свой телефончик. Также этот держатель может вот таким вот образом двигаться. Все сделано очень и очень круто. И вот таким вот образом он опять складывается. Тренога тоже сделана на высочайшем уровне. Раскладывается вот таким вот образом она. И мы можем на нее, соответственно, закрепить сам держатель. Но об этом чуть попозже. И складывается она вот таким вот образом. Здесь у нас также написана сама фирма V-Light. Дальше, рассеиватель. Сделан он из силикона. Ну, особо здесь про него не расскажешь. Сделан он тоже качественно. Есть вырезы для отверстия в 1/4 дюйма, для кнопок и так далее. Ну и, конечно же, чехольчик. Сделан он очень и очень качественно. Он имеет две вот такие вот секции. Эта секция у нас для аксессуаров, то есть для зарядки, самой треноги. И основной отдел это у нас для самого светильника. Сделан он из приятного на ощупь материала. Пошив очень хороший, и вот таким вот образом он может стягиваться. Ну и, конечно же, в комплекте шла инструкция на китайском и английском языках. Так что здесь, я думаю, вы разберетесь. Ну а теперь давайте вернемся к самому светильнику. Также, что я забыл упомянуть, это то, что вы можете использовать его в качестве пауэрбэнка. Да-да-да, вот такой вот он классный. Также
что очень важно, это то, что он может работать во время зарядки. То есть, если он полностью сел, вы ставите его на зарядку, и он может в это время работать. Другой же его собратец RB08 не имел такой функции. Так что я советую лучше взять этот. Плюс он имеет функцию Powerbank. Ну а теперь давайте уже запустим его. Для начала я выключу весь свет. Все, теперь мы можем его включать. Включаем. Вау, посмотрите, какой он яркий. И сзади у нас сразу загорается дисплейчик, на котором мы можем видеть яркость в процентах и также сколько кельвинов у нас. Это все мы можем регулировать, нажимая на кнопку плюс и минус. Вот, я сейчас регулирую яркость, как вы можете видеть. То есть все четенько. Вот можно полностью понизить. Все плавненько делается, аж до 0%. И можно по шкале кельвинов тоже регулировать все. Так, и нажимаем на минус. Здесь у нас, ой, какой теплый цвет. Посмотрите. Прям очень уютно становится. Минимальная шкала это 2500 кельвинов. Максимальная это 8500 кельвинов. Также можно переключать режимы. Нажимаю на кнопку под маркировкой М. Посмотрите, какой красивый режим, какой красивый свет. Здесь мы можем сами настроить данный светильник. Дальше, это у нас режим молнии. Просто посмотрите, как будто реально гроза и молния. Дальше. Ну и дальше мы возвращаемся в режим обычного свечения. Также этот светильник может управляться через телефон. И это его самая главная фишка. Итак, давайте я его подключу к телефону и вернусь к вам. Что ж, вот я подключился к светильнику, давайте его уже включим. Итак, как вы можете видеть, все работает. И в приложении доступно очень и очень много крутых и удобных фишек. Кстати, подключается все через Bluetooth и подключается все очень быстро. Как вы можете видеть, здесь есть разные режимы свечения. И кастом, то есть это настроить самим по шкале Кельвина. Дальше вы можете выбрать абсолютно любой цвет радуги, любой оттенок и так далее. Но я думаю, вы видите. Хоть синий, хоть розовый, хоть красный, хоть светло-красный и так далее. Это делает его просто универсальным для красивых фоток. И что самое интересное и что мне больше всего нравится, это то, что здесь есть запрограммированные режимы. Например, давайте молнию включим. Вот, это молния. Фейерверк. Взрывы. Лампочка. Костер. Съемка. Как будто кто-то вспышкой снимает вас. И самый интересный режим это телевизор. Давайте я вам продемонстрирую его получше. Так, вот, как вы можете видеть, такое ощущение, как будто с этой стороны у меня проецирует телевизор. Что очень-очень круто. Этот эффект мне понравился больше всего. Дальше. Вот такая вот штучка. И также есть изгибы. Если честно, я не очень разбираюсь в этих изгибах. Думаю, мне нужно это еще получше изучить. Но, как вы можете видеть, все работает очень и очень плавно и быстро. Просто мгновенно. Вот. Ну что ж, вывод один, что светильник стоит своих денег. Теперь давайте я одену на него рассеиватель. Вот таким вот образом выглядит светильник с надетым на него рассеивателем. Выглядит все и вправду очень классно.
Рассеиватель сделан очень четенько, все подогнано хорошо, все отверстия и так далее совпадают с кнопками и разъемами, и вы имеете к ним доступ. Рассеиватель прекрасно справляется со своей функцией. Ну, что здесь еще сказать? Качество, оно и есть качество. Я думаю, вы убедились уже, что светильник классный. Теперь давайте испробуем его аксессуары. Поехали! Вот таким вот образом светильник выглядит в сборе. Очень крутая конструкция. Вы можете разложить треногу, и у вас будет вот такой вот светильник. Также вы можете сюда поставить свой мобильный телефон и снимать себя, либо что-нибудь. Очень классный светильник. Комплектация просто супер. Советую. Ну а теперь давайте перейдем к выводам. Что ж, друзья, давайте подведем итоги. Светильник однозначно стоит своих денег. Во-первых, он сделан очень качественно, как и остальные комплектующие. Во-вторых, это богатая комплектация. И в-третьих, это огромное множество функций и фишек, а также управление благодаря смартфону. Из недостатков я могу отметить то, что этот светильник не имеет памяти, то есть когда ты его включаешь, он возвращается в запрограммированный режим, а именно в режим обычного свечения. Это, пожалуй, единственный минус данного светильника. Как ни крути, у данного светильника гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Также хочу отметить быструю доставку и то, что продавец, у которого я покупала данный товар, очень общительный и ответственный. Если у вас возникнут какие-то трудности, либо же будут вопросы, не стесняйтесь, пишите продавцу, он вам все хорошенечко и четенько объяснит и проконсультирует вас. Ну, а на этом, дорогие друзья, я буду заканчивать. Не переключайтесь, в конце я покажу вам красивые кадры с данным светильником, чтобы вы могли рассмотреть его поближе. До новых встреч! Пока-пока! Так, друзья, надеюсь, вы не ушли. Так, давайте я вам покажу, как он вмещается в чехольчик, я же вам обещал. Вот таким вот образом мы его вкладываем. И в соседний отдел мы можем сложить собранный штатив, так сказать. И все идеально, четенько помещается. К сожалению, с рассеивателем светильник не поместится в чехольчик. Ну, да ладно. И вот таким вот образом мы затягиваем данный мешочек. Ну и все, можно идти на съемку или на фотографирование. Очень удобный чехольчик. Ну а теперь точно, пока-пока. We'll be right back.